Украинский консул сегодня посетила экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в грузинской тюрьме города Рустави, и узнала все подробности его пребывания там. Об этом сегодня сообщил изданию «Панорама» пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. Саакашвили пожаловался на унизительные условия содержания в грузинской тюрьме. Экс-президент Грузии и экс-глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили, который 1 октября был арестован в Грузии, рассказал об условиях своего содержания в колонии. Саакашвили жалуется на пытки. Его заставляют надевать поверх тюремной робы галстук в горошек. Также он недоволен отношением охранников и тюремным рационом, который был скорректирован специально для него. Отвратительные, нечеловеческие условия пытают пережаренным шашлыком и абхазским полусладким вином. К моей тюремной робе добавили галстук, который должен быть плотно затянут. Охранники дразнят, оскорбляют меня и грозятся посадить в камеру с осетинами. Поэтому я объявил бессрочную голодовку и буду бороться до конца за свои права и будущее Грузии, сообщил консулу Михаил Саакашвили. Сторонники бывшего президента пообещали, что нынешняя власть и руководство тюрьмы поплатятся за такие преступления. Колонны митингующих уже направились к зданию правительства в Тбилиси, а возле тюрьмы собралось около 1000 человек. Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси в квартире на проспекте Гурамишвили после его возвращения в Грузию. В отношении него возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны. Также задержан, а позднее арестован хозяин квартиры, где скрывался экс-президент. Журналисты предположили, что Саакашвили мог попасть на территорию страны на трейлере, водителем которого был Элгуджа Цомая, владелец квартиры, где позже задержали политика. По другой версии, экс-президент пересек границу страны в вентиляционной кабине фуры. Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гергвляни и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к 3 годам лишения свободы, а во втором — к 6. Также Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имиди» и о растрате средств из госбюджета. Их продолжают рассматривать суды. Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Саакашвили является украинским гражданином, поэтому он займется вопросом его возвращения. Check the mic and make sure it sound right, boys.